Путин хочет создать аналог НАТО, в Беларуси бряцают оружием, а РФ и Украина обменялись ракетно-дроновыми атаками. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Жалобы на жару и кашель. Путину стало не по себе во время визита во Вьетнам. Чего ожидает от турне и как мир реагирует на новые договоры РФ и КНДР? Россия ударила по Украине, Украина ответила. Какие последствия масштабных обстрелов и что потеряла российская армия? Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в ПГТ НМ Тахтамукайского района. В НАТО не молчат. Столтенберг призвал союзников действовать, учитывая позицию РФ, КНДР, Ирана и Китая. Каким же будет этот ответ? На самом деле мы видим, как они загружают контейнеры с боеприпасами в поезда в Северной Корее. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Украинские войска смогли уничтожить 27 дронов типа «Шахед», которые Россия запустила в ночь со среды на четверг. Кроме того, украинские города были под ударом баллистических и крылатых ракет. Их было 9 единиц. Мониторинговые каналы опубликовали карту, на которой изображена траектория полета всех воздушных целей. Большая часть дронов была направлена на объекты в Киевской и в Днепропетровской областях. Кроме того, взрывы звучали и в других областях Украины. Известно о том, что целились оккупанты по критическим объектам страны. В воздушных силах Украины говорят, что не удалось сбить 4 ракеты. The Guardian пишет, что в последние недели Россия активно использует еще и корректируемые авиационные бомбы, постоянно сбрасывая их на Харьков. Панацеей должны стать F-16, которые отправят на защиту этого города после их появления. Украина месяцами ждет возможности начать использовать истребители и надеется, что их внедрение изменит динамику войны, вынудив Россию принять более консервативную тактику в своих атаках на районы, расположенные ближе к границе. Многочисленные украинские источники сообщили, что истребители F-16 защитят второй город Украины от этого оружия. Жаль, сьогодні зберігається можливість у росіян бити по Харкову кабами, що вони і використовують. От вчора було 3 прильоти кабів, які, як я вже сказав, зруйнували дитячі табори і житловий будинок. Россия принимает ответный удар. Украинские дроны разносят в пух и прах российские нефтебазы. На этот раз беспилотники долетели до Брянской, Белгородской, Орловской, Тамбовской области и Адыгеи. И в большинстве случаев эти атаки были успешными для украинцев. Последствия прилетов скрыть не удалось. Кадры того, как горят нефтебазы, в частности в Тамбовской области и Адыгее, уже в открытом доступе в интернете. По данным украинских СМИ, спецоперацию осуществила Служба безопасности Украины, а целями стали объекты, на которых оккупанты перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая отправлялась потом на нужды армии РФ. Сегодня ночью в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в ПГТ НМ Тахтамукайского района. В 6 утра пожарно-спасательным подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Россияне также сообщали о том, что прилетело и по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу, который находится в Краснодарском крае. Стоит озвучить также и информацию от российского Минобороны. Там ничего нового не придумали. Говорят, что все пресекли, а дроны были перехвачены и уничтожены. В НАТО призвали демократический мир сплотиться в ответ на то, что делают сейчас авторитарные режимы. Так, генсек Альянса Столтенберг отреагировал на новый договор между РФ и КНДР. Он также рассказал о схемах, которые есть между этими странами. На самом деле мы видим, как они загружают контейнеры с боеприпасами в поезда в Северной Корее, и они отправляются через границу между Северной Кореей. А на Тихоокеанском побережье есть небольшая граница, и поезда следуют до самой линии фронта, где их разгружают, и эти боеприпасы отправляются прямо на фронт, атакуя украинцев. Так что, конечно, Россия в ответ что-то дает Северной Корее. Итак, опять же, ответ заключается в том, что когда они становятся
становятся все более и более сплоченными, авторитарные режимы, такие как Северная Корея, Китай, Иран, Россия, тогда еще важнее, чтобы мы были сплочены как страны, верящие в свободу и демократию. Помимо боеприпасов, Путин привезет из Северной Кореи презенты для себя любимого. Напомню, что Ким Чен Ын и Путин постоянно обмениваются дорогими подарками. На этот раз северокорейский диктатор решил отдать своему престарелому другу 2 собак северокорейской породы Пхунсан. We're now pretty sure. Теперь мы почти уверены, что Россия и Северная Корея будут поддерживать друг друга в международных институтах. Нам не нужна была эта встреча, чтобы понять это, но эта встреча только еще раз подчеркнула, что Совет Безопасности ООН сейчас парализован. Россия будет поддерживать КНДР. Мы были свидетелями этой поддержки ранее. Кроме того, мы увидим растущее сотрудничество между Россией и Китаем в области нарушения санкций. Путин хочет иметь свой блок НАТО. Об этом пишут аналитики Американского института изучения войны, которые изучили статьи российского диктатора, которые он опубликовал перед своими визитами в КНДР и во Вьетнам. Эти записки военного преступника практически идентичны. В них о Советском Союзе, исторических связях и, конечно же, о том, как все должны придерживаться принципов некого равенства и невмешательства во внутренние дела других стран, что сам Путин, конечно же, нарушает. Помимо этого, Путин вспоминает в своих статьях о формировании некой равной и неделимой евразийской безопасности. Аналитики приходят к выводу, что сейчас Кремль пытается информационно навязать мысль, что большая часть мира за Россию и поэтому нужен новый альянс. Путин, вероятно, стремится использовать историческую память о позитивных отношениях с Советским Союзом и предыдущей помощи другим государствам для формирования коалиции стран, которую Путин мог бы попытаться представить в качестве реальной альтернативы НАТО для поддержки информационных операций Кремля, которые пытаются ложно изобразить страны Запада единственными сторонниками Украины, в то время как остальной мир следит за Россией. Военная база РФ может появиться во Вьетнаме. Об этом говорят в Москве, в то время как Путин прибыл с официальным визитом в Ханой. Сейчас вопрос стоит о возвращении наших баз в разные регионы, но это, опять же, это желание не только нашей страны, это желание и тех стран, которые хотят чувствовать себя в безопасности. Путину, вероятно, было не совсем хорошо во Вьетнаме. Его пропагандисты, да и он сам за время визита неоднократно жаловался на 40-градусную жару и постоянно кашлял. Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений стратегического партнерства. И эти отношения продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Известно, что РФ и Вьетнам подписали документы о стратегическом сотрудничестве. Представители территориальных центров комплектования Украины, в народе известны как ТЦК, не имеют права на админзадержание украинских мужчин и доставку их непосредственно в ТЦК. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Минобороны страны. Согласно закону, задерживать человека могут лишь полицейские, но в присутствии работников ТЦК. Издание РБК «Украина» приводит разъяснение от Министерства обороны. Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Также не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно, то есть не вопреки воле гражданина. Напомню, что в сети неоднократно появлялись видео силовой мобилизации, снятые в разных украинских городах. Украинцы в соцсетях сообщали о негуманных методах доставки мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Во многих случаях тех, кого люди в военной форме пытались силой усадить в бусики, удавалось освободить свидетелям такой мобилизации. В Центре противодействия дезинформации Украины сообщали, что часть таких роликов могла быть снята российскими пропагандистами.
В Беларуси организовали трехдневную выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2024». В Минск свезли технику и вооружение. Заявляется, что в этой выставке принимают участие делегации 12 стран. Так называемый госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович заявил, что нынешний мир – это полигон глобального противостояния. При этом Вольфович говорит, что Беларусь делает все, чтобы поддерживать мир. Вероятно, забывая о том, как режим Лукашенко дал возможность российским войскам вторгнуться на территорию Украины из Беларуси в феврале 2022 года. Кроме того, у Лукашенко похвалились, что в выставке принимают участие россияне и китайцы. Сегодня на площадках этой выставки мы постарались развернуть продукцию в соответствии с нашими сферами национальной безопасности. У нас по концепции 9 сфер национальной безопасности, и практически каждую сферу мы пытались представить той или иной продукции. Нам приятно, что сегодня здесь развернута продукция нашего стратегического партнера Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Я напомню, согласно результатам расследования объединения бывших силовиков Беларуси Белпол, режим Лукашенко продолжает помогать Кремлю. В частности, ряд белорусских компаний по сей день изготовляет танковые прицелы для российской армии. Помимо этого, белорусские предприятия обслуживают Росгвардию, ФСБ и даже обеспечивают производство ударных БПЛА «Чекан». Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом и становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.